Всем привет, вы на канале SuperKit. Каждый раз при покупке 4G модема все надеются на стабильные и высокие скорости, а потом оказывается, что скорость в лучшем случае 20-30 мегабит в секунду, а еще и нет стабильности этой скорости. Для более высоких скоростей уже давно придуманы разные категории в сети LTE, но такие модемы стоят заметно дороже, а главное даже не цена, а их размеры. Зачастую это уже стационарные решения, типа того роутера, который я себе купил. Вариантов среди привычных USB 4G модемов найти практически невозможно, в местных магазинах 100% невозможно. На AliExpress мне попался вариант LTE модема ZTE M300Z, почти то, что я давно искал. Модем выполнен в формате коробки размером 10 на 10 на 2,5 см, у него нет торчащего штекера USB, но есть разъем Type-C, через который этот модем подключается к нужному устройству. Продается как бывший в употреблении, но после получения посылки я не заметил никаких следов использования. Фирменная коробка – идеальное состояние. Единственное, не хватало кабеля в комплекте, который был заявлен в комплектации, поэтому часть средств продавец возместил. Этот модем не обладает возможностью раздавать интернет по Wi-Fi. Единственный способ раздавать интернет от этого модема – это только в случае его подключения к роутеру, который его распознает и выполнит эту задачу раздачи. Кстати, это вполне реально, так как этот модем отлично распознается роутерами. Сеть 4G LTE имеет категорию 12, на прием заявлена скорость передачи данных до 600 Мбит в секунду, а на отдачу до 150 Мбит в секунду. В лоток для сим-карты устанавливается сим-карта стандарта Nano. Стандартная скрепка для вскрытия лотка входит в комплект. В сети 2G GSM работает на частотах 850, 900, 1800 и 1900 МГц. В сети 3G WCDMA работает на частотах 900 и 2100 МГц. В сети 4G LTE работает на частотах 800, 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. В Украине любой из бендов, который разрешен к использованию нашими мобильными операторами, данным модемом поддерживается. Это означает, что любую из частот, которую может использовать оператор, этот модем увидит. Данный модем определяется как сетевая карта. Этот способ не предполагает использование дополнительных программ. После подключения модем сразу же раздает интернет и полностью готов к работе. Именно это позволяет использовать его с любыми устройствами, к которым его можно подключить, в том числе и с роутерами. При подключении к компьютеру модем определяется еще и как CD-дисковод с уже установленным диском, на котором есть некоторое ПО. Может, конечно, разъемы под антенну есть на плате, но не выведены на корпус, несмотря на то, что в описании на AliExpress заявлено, что разъемы для антенны есть. После включения у модема загорается индикатор работы, и частотой мигания либо цветом он показывает стандарт сети, наличие ошибок, либо отсутствие сим-карты, достигнут ли лимит по трафику, либо отображает текущий процесс перепрошивки. В настройки можно попасть, если ввести в браузере один из вариантов 192.168.0.1 или то, что можете сейчас видеть внизу экрана. ПО на встроенном CD-диске отправит вас автоматически на страницу настроек. Страница настроек выглядит стандартно для таких устройств. В данном конкретном случае страница окрашена в корпоративные цвета компании Vodafone. А внизу на главной странице настроек есть ярлык для перехода на европейский сайт этой компании. Предлагается выбор между английским, немецким, испанским и итальянским языками. Имеется информация об операторе, качестве приема сигнала, об установленной сим-карте. На главной странице настроек отображается использованный трафик, текущие скорости загрузки и отдачи, а также время пребывания в сети. Как и обычно для модемов мобильного интернета, есть возможность отслеживать потребленный трафик в течение месяца, а если есть необходимость, то и установить лимит трафика. Из возможностей однозначно стоит отметить, что можно работать с SMS-сообщениями, получать, отправлять самому, удалять уже полученные. Также доступна функция USSD, что позволит контролировать баланс без необходимости посещения личного кабинета мобильного оператора. Функции SMS и USSD дают возможность не переставлять постоянно сим-карту из модема в телефон, чтобы пользоваться стандартным набором услуг. Модем позволяет пользоваться интернетом в роуминге, дает возможность установить автоматические режимы для регистрации в сети оператора, а также установить конкретный стандарт связи среди 2G, 3G или 4G, либо выбрать сеть вручную. Мне лично не пришлось прописывать точку доступа APN, в моем случае она определяется автоматически, но есть возможность сделать это вручную. Полный функционал работы с сим-картой дает возможность подключать и отключать, а также настраивать пин-код. Модем не залоченный, а это значит, что работает с любой сим-картой оператора, который работает в стандартах, поддерживаемых модемом. Установленное соединение между модемом и компьютером имеет пропускную способность 600 Мбит в секунду.
Предлагаю посмотреть, каких скоростей интернета достигает модем. Тесты скорости делал, используя два оператора – Vodafone и Kyivstar. Однако тесты оператора Vodafone, сколько я не искал более лучшее место для сигнала, серьезно выше, чем 70 мегабит в секунду, видеть не довелось. Другое дело Kyivstar. Входящая скорость практически коснулась отметки в 200 мегабит в секунду, а на отдачу около 9 мегабит в секунду. Reconnect может вызвать агрегацию либо других частот, либо на одной из частот могла смениться базовая станция. Это приводило к наблюдениям в изменении скорости. Так скорость на загрузку могла упасть, а скорость на отдачу возрасти. Если у вас нет такой скорости, какая была у меня, то это может означать, что базовая станция загружена, что вообще в конкретном месте, где происходил замер, у оператора мобильной связи недоступна агрегация. В месте теста могло так быть, что модем соединяется только на одной конкретной частоте с базовой станцией, и агрегацию совершать банально не с чем. Ну и сам мобильный интернет, плавающая субстанция, достаточно сменить на небольшое расстояние положения модема, и скорости могут отличаться в разы. Здесь ничего не остается, кроме как опытным путем выискивать точку, в которой наилучшие показатели скорости. В случае использования совместно с роутером учтите, что роутер также может резать скорости, многое зависит от реальной скорости USB-порта, а также скорости LAN-портов. Если компьютер я не могу взять с собой и пойти на улицу, то со смартфоном я так сделать смог, ведь, как я и говорил, формат работы модема дает возможность опознать его любому устройству. Никаких программ не нужно, я просто подключаю модем кабелем к телефону напрямую, ну и, естественно, предварительно отключаю Wi-Fi и мобильный интернет. При установке соединения появляются необычные треугольные скобки, в которых 3 точки. Я такого знака ранее не видел. Такой знак показывает, что идет активный обмен трафиком между смартфоном или планшетом с модемом по проводу. Однако, где бы я ни ходил, даже несмотря на то, что это было после 23:00, но выше 30 мегабит на вход и 40 мегабит на выход скорости нет. Как будто что-то удерживает модем от преодоления этих значений. Причем даже в том же месте, где на компе было 200 мегабит в секунду. А upload ниже, чем было у no-name USB 4G модема. В случае подключения кабелем Type-C напрямую к планшету скорость работы была принципиально другой. Так скорость загрузки легко ушла за 100 мегабит в секунду, а скорость на отдачу, наоборот, была лишь около 7 мегабит в секунду. Возможно, кому-то не хватит здесь возможности комбинирования агрегации частот вручную, это действительно отдано на выбор самому модему, в отличие от упомянутого роутера CUDI. Хотелось бы, чтобы был Wi-Fi. Не могу понять, почему производители не делают модемы с Wi-Fi в размерах классических ZTE MF79U или Huawei E3372, но которые поддерживали бы агрегацию частот и категорию выше, чем категория 4. Цена модема при покупке составила менее $15. Это сильно дешевле, чем даже самый дешевый модем Huawei или ZTE с возможностью раздавать интернет через Wi-Fi, у которого при этом только LTE 4 категории и ограничение в теоретической скорости передачи данных лишь в 150 мегабит в секунду, которые на практике прямо очень сильно намного ниже этих 150 мегабит в секунду. Ну а дальше очередной выбор, какой из этих устройств лучше. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!